Всем привет, друзья! Кто занимается ремонтом электрооборудования автомобилей, ну или собирается заняться, вот такой прибор V200 Pro или V200 Pro по-английски. Автоматический пробник, тестер для поиска неисправностей в электропроводке и электрооборудовании. Ему по силам очень многое. Я уже показывал от этого производителя вот такой вот небольшой тестер. Меряет и напряжение, и сопротивление. Вот аббревиатура GD181. Тестер напряжения. Но речь пойдет не о нем, а вот об этом приборе. Значит, открываем и смотрим, что внутри. Это документация. Я попробую вам рассказать без документации. Вот один прибор, вот второй. Сейчас я сниму чехлы и продолжим. В кейсе два устройства. Вот это устройство для поиска обрывов в электропроводке. Динамик, кнопка и антенна, которая улавливает сигнал. Здесь батарейка крона. Я уже ее поставил. В общем, все работает. Но о нем чуть позже. Будем искать обрыв. Далее основной прибор. Этот прибор многофункциональный. Он может измерять напряжение, измерять сопротивление, проверять полярность, где плюс, где минус. И также может выдавать напряжение. При помощи его можно включать электрооборудование. Какой-то электромотор, подогреватель, автомобильный сигнал, вентилятор для проверки. Выдает сигнал, генерирует. Сейчас я подключу к аккумулятору и посмотрим, как он работает. Сначала посмотрим бегло, а потом на автомобиле. Подключаем крокодилы. Можно подключить через прикуриватель. Такой же разъем. Это дополнительный удлинитель, провод. Если машина большая, с прицепом, в общем, подойдет даже для больших грузовых автомобилей. Прибор работает от аккумулятора. Включаем. И подключаем на минус. Я им никогда не пользовался. И то все интуитивно понятно. Сможет любой. Вот прибор включился в режиме напряжения. Это переменное напряжение, это сопротивление, это диоды. Сейчас стоит в режиме постоянного напряжения. Горят светодиоды для подсветки. Замеряем на аккумуляторе. Плюс 12,4 вольта. Красный цвет это плюс. Зеленый свет это минус. Вот в этом положении мы подаем минус. Вот с этого щупа. Допустим, проверить, приходит минус или не приходит. Вот с этого подаем плюс. Попробуем на примере лампочки. Нажимаем кнопку. На щупе сейчас плюс. Лампочка один контакт на массе. Подали плюс. Лампочка светит. Теперь сажаем лампочку на плюсовой контакт. Подаем минус.
Лампочка тоже работает. Давайте проверим датчик температуры, который передает показания на ЕБУ. Подключаем черный провод. Ставим в режим измерения сопротивления. — 2,4 килоома. Датчик температуры изменяет свое сопротивление под воздействием температуры. Чем выше температура, тем меньше сопротивление будет. Сейчас я погрею датчик рукой. Сопротивление уменьшается. Датчики могут отличаться на разных автомобилях, и характеристики у них разные. Характеристики можно найти в интернет для своего автомобиля, и при разных температурах его померить, сопротивление. Если он в обрыве, то сопротивления совсем не будет. Теперь давайте измерим сопротивление вот этого резистора. Он на 300 Ом, погрешность 10%. 306 Ом. Все в пределах нормы. Возьмем реле. У него имеется обмотка, которая имеет сопротивление. Если подать сюда напряжение, то реле сработает. Контакты замкнутся. Можно, допустим, проверить сопротивление обмотки, целая обмотка или нет. Ставим в режим измерения сопротивления. 81 Ом. Обмотка целая. Теперь переключаем напряжение. И включаем реле. Подаем напряжение плюс. Реле срабатывает. Для того, чтобы искать обрывы в проводке, вот этим прибором переключаем вниз. И красный провод, по которому идет сигнал, подключаем к проводу, который будем искать. Я вот таким образом подключился. Включаем. Где провода нет, там тихо. Я разъединил провода, теперь сигнал дальше не пойдет. Он до сюда будет громкий, а дальше будет затихать. После того, как сигнал затихает, значит в этом месте предположительно обрыв. Вот затихает. Значит здесь обрыв. Производитель много лет работает на мировом рынке, недавно вышел на российский рынок
И в настоящее время предлагает серию автомобильных диагностических инструментов. Это BD70, серию считывателей кодов BD30 и тестеры аккумуляторных батарей BT500. Советую присмотреться. Подключаем на машине. Плюсовой провод, минусовой. Так, сейчас включаем зажигание и смотрим на этих разъемах. Есть ли минус, есть ли плюс. Вот минус. Вот на этом проводе. На этом проводе плюс. Еще раз проверим. Минус. Плюс. Даже слышно, как срабатывает регулятор холостого хода. Таким образом, даже и регулятор можно проверить. Значит, здесь все нормально, и минус, и плюс есть. Значит, датчик работает совместно с электронным блоком управления. Давайте проверим сигналы. Я включил зажигание. Сейчас на сигнал должно приходить плюс 12 вольт. При нажатии на кнопку на руле на сигнал подается минус, и он срабатывает. Что этот, что этот. Подается 12 вольт. Когда нажимаем на сигнал, на кнопку на руле, сюда подается минус. Все провода видны. Можно проверить датчик положения дроссельной заслонки. Сюда должно приходить СБУ около 5 вольт. Четыре и 8. Нормально. Вот на этом конце должна быть масса. Плохой контакт. Вот масса. Вот по этим двум проводам идут показания при открытии дроссельной заслонки на ЭБУ. Также можно проверить и форсунки, приходит ли плюс, какой приходит минус с ЭБУ, ну и так далее. Вот такой многофункциональный прибор. Я думаю, тем, кто занимается ремонтом своего автомобиля самостоятельно, он пригодится. Кому интересно, ссылку оставлю в описании под видео. Переходите и можете ознакомиться более подробно. Там будет ссылка на промокод, на скидку. В общем, все будет там под видео. Ну вот и все, друзья. Вот такой небольшой обзор. Пишите комментарии, ставьте лайк, если видео было полезным. Не забудьте перейти в описание под видео, ознакомиться с данным прибором. Всем пока!